Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный шоколадно-кофейный безейный торт с орехами «Вдохновение». Торт получается просто роскошным для всех любителей шоколада, кофе, безе и орехов. Готовится несложно, без сливок, без сыров. И все покажу, расскажу в данном видео. Итак, сухие ингредиенты объединяем все вместе. 275 грамм муки, 50 грамм какао-порошка и 12 грамм разрыхлителя. Сейчас все это просто перемешиваем и отставляем пока в сторону. Сначала приготовим бисквит. Здесь 3 яйца среднего размера я разделяю на желтки и белки. Белки буду использовать в приготовлении безе. Отдельное подробнейшее видео есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании к данному видео, как приготовить безе. Для бисквита берем 4 полноценных яйца и 3 желтка. Все это я напишу в описании к данному видео. К яичной массе я добавляю 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Начинаю взбивать сейчас. И по прошествии примерно минуты я добавляю туда 225 грамм сахара порциями. И взбиваю всю яичную смесь примерно около 4 минут. Больше здесь взбивать не имеет смысла. Вот такая пышная масса уже получается в итоге у нас. Добавляю туда 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло не должно быть горячим. Просто перемешиваю сейчас. Также добавляю туда 150 мл сливок комнатной температуры. У меня 30% жирности. Можно просто добавить молоко. Со сливками изумительно вкусный бисквит получается. Теперь просеиваю всю подготовленную сухую смесь уже. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Просто перемешиваю сейчас до однородности, ничего здесь долго не взбиваю. Бисквит очень простой в приготовлении, но необыкновенно просто получается вкусным. Форма 24 сантиметра в диаметре. Форма здесь большая. То есть вот такая форма с застеленным дном, просто без дна, можно сказать, кондитерское кольцо. Она всегда больше немножко идет, чем форма с дном. Распределяю немножко тесто, оно такое здесь не очень подвижное. И как бы вот в середине делаю такую вот выемку. Но оно потом все закроется и даже небольшая такая шапочка образуется. Выпекаю примерно 40 минут при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Я его накрыла просто тарелкой большой, и чтобы у меня корочка, у масляных бисквитов всегда берется корочка такая жесткая немножко делается. И чтобы не было ее, я накрыла большой тарелкой, чтобы немножко конденсат вышел из бисквитов, горячего бисквита, и тогда корочка будет очень мягкая, хорошая. И поэтому вот эти пятна у меня получились. Остыл он у меня до комнатной температуры, даже немножко теплый он у меня внутри, этот бисквит, то есть он сразу очень хорошо нарезается. Очень эластичный бисквит, его можно есть как самостоятельный десерт, то есть он не требует в принципе пропитки, если у нас будут не сухие такие ингредиенты внутри. Шапочку оставляю сейчас для обсыпки боковины торта. И вот такие 3 превосходных коржа, очень просто приготовленные, получились. 100 грамм измельченного миндаля обжарила на сковородке при непрерывном помешивании. Здесь очень быстро он жарится. 2 столовые ложки растворимого кофе и 2 столовые ложки кипятка. Перемешиваю сейчас до однородности и отставлю в сторону. Остынет эта масса очень быстро. Она должна остыть до комнатной температуры. 500 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 3-4 минуты. До посветления и до пышности. Сейчас я добавляю туда 700 грамм сгущенного молока с сахаром. Обычно сгущенки. Здесь я не полностью буду выливать все эти банки. Примерно по 350 грамм я вылью из каждой банки. То есть потому что у нас еще будет кофейная масса. Если вы новичок,
По чуть-чуть добавляйте к этому маслу сгущенки, но если вы выльете все, будет вот такая жидкая масса. Потом произойдет вот такая вот эмульсия, и нужно взбивать здесь просто до вот такого результата, когда крем начнет густеть у вас прямо на глазах, вы это увидите после вот этой расслоившейся эмульсии. Всегда этот крем вот так вот удивительным образом светлеет, и получается превосходнейший, вкуснейший, устойчивый крем, который подходит и под покрытие тортов под мастику, и также для изготовления цветочков из этого крема. Очень удобный и очень быстрый крем. Еще раз повторяю, если вы новичок, понемногу добавляйте туда сгущенного молока с сахаром к маслу. А если вы уже имеете опыт, можно вот так делать, как я. Сейчас выливаю всю кофейную смесь туда и просто прорабатываю еще раз миксером. Ничего здесь долго уже не взбиваем. Здесь уже ничего не расслоится. Самое главное, чтобы кофейная смесь не была у вас горячей, комнатной температуры. Все со стеночек миски собираем, конечно же, силиконовой лопаткой, перемешиваем, чтобы не было нигде ни промесов. И вот такой крем ароматнейший, вкуснейший у нас уже готов. Как изготавливаю я безе для начинки различных тортов, ссылку я вам оставлю на это подробнейшее видео в описании к данному видео. Здесь я не буду долго останавливаться на этом видео, потому что это займет очень много времени. Проходите, пожалуйста, по ссылке. Ингредиенты я, конечно же, напишу вам под данным видео для безе. Безе я готовлю всегда на швейцарской меренге, и очень хорошо оно вот так вот хрустит, то есть оно абсолютно все просушенное. Результатом всегда вы останетесь довольны. И очень быстро это делается. В герметичном контейнере хранится очень долго, до месяца в принципе. И можно приготовить заранее его всегда. Для пропитки здесь я беру 150 мл горячего кипятка и 1 столовую ложку растворимого кофе. Остужаю до комнатной температуры и начинаю с ним работать. Я не добавляю в эту пропитку сахара, потому что безе сладкое. Начинка сладкой достаточно, и это уже лишнее. Крем делю визуально примерно на 2 равные части. Немного выкладываю сейчас на сам корж. Еще раз хочу сказать, что и безе, и бисквит можно приготовить заранее. Это очень облегчает труд. В принципе, тортик несложный. Его очень хорошо можно здесь приготовить частями. То есть сначала изготовим безе и бисквит. Бисквит хранится 2 дня в холодильнике в пищевой пленке. Более я хранить не советую, потому что вот аромат, вот эта вот насыщенная такая вот сливочность у него будет выходить. Половину орехов сейчас высыпаю на нижний корж. Вместо миндаля вы, конечно же, можете брать другие орехи. Арахис я брать не советую. Арахис очень сильно доминирует во вкусе, и получится кофейный торт Сникерс. Поэтому вот этого я делать не советую. А вот и грецкий орех можно использовать, фундук хорошо подойдет. Конечно, в этом тортике лучше брать миндаль. Здесь выкладываю оставшуюся часть от первой половины крема, закрываю все безе. Безе очень хорошо изолируется этим кремом. Здесь можно абсолютно быть уверенным, что безе здесь не размокнет от этого крема. Второй корж выкладываю. Коржи здесь я пропитываю, но если вы захотите эти же коржи использовать, допустим, с какими-то сырными кремами или творожными, сметанными, их не нужно пропитывать, они очень влажные, эти коржи. Вторую часть орехов я высыпаю также на второй корж и накрываю третьим коржом, который был у нас дном при выпекании. Также его пропитываю. И сейчас немножко крема у меня оставалось, я его использую для выравнивания этого тортика. И уберу сейчас я этот торт. Лучше бы, конечно, убрать на ночь его. В холодильник я уберу часа на 4. Прошло у меня 4 часа. Здесь у меня 200 мл горячих сливок и 200 грамм темного шоколада я туда добавляю. Все это перемешиваю. Получается вот такая вот глазурь. И сейчас выливаю на холодный торт.
После ночи, проведенной в холодильнике, у этого торта очень хорошо объединяются вкусы. Когда он часа 4, как у меня, провел в холодильнике, я здесь торопилась вам показать. Вкусный, но еще не объединились эти вкусы. Поэтому обратите на это внимание. Убираю цитатную пленку и посыпаю вот то, что у нас была шапочка у бисквита, я ее измельчила. Здесь остатки безе у меня, я их измельчаю просто вот так руками, и можно этого не делать вообще, можно и не использовать здесь, я просто использую его в украшении данного торта. И еще раз повторяю, ссылку на приготовление, подробнейшее видео по приготовлению безе я вам оставлю в описании к данному видео. Проходите, пожалуйста, по ссылке и смотрите. Горячим ножом разрезаю сейчас глазурь и уже обычным ножом разрезаю сам торт. Разрезается очень хорошо, разрез очень красивый получается у торта. Я советую его приготовить. Готовится он несложный, если распределить, допустим, приготовление безе и бисквита в один день, а сборка уже в следующий день. То есть, в принципе, он такой тортик, он и хранится хорошо, и транспортируется хорошо. Его можно использовать в ярусные торты, в нижний ярус он очень стабильный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.